Обычный старшеклассник, который уверен, что у него никогда не будет девушки, ведь он не крутой, не богатый и не умный. Но однажды его жизнь переворачивается с ног на голову, когда он открывает для себя мир магии и монстров. И не из-за грузовика, а благодаря самой популярной девочке в школе. Оказывается, дружба с принцессой. Директором дает дополнительные преимущества, и одно из них – возможность встречаться с его дочерью Аякой. Единственная странность Ханоки в том, что он ездит в одном автобусе с Аякой и сидит с ней за одной партой. Они сидят рядом, но ни разу не сказали друг другу ни слова, и кажется, что они живут в совершенно разных мирах. Все вокруг вьются вокруг нее, как голодные утята, а он как будто невидимка. Однажды он случайно роняет ластик, Аяка поднимает его, и мы все знаем, как на это реагирует ее фан-клуб. Они вытаскивают его из класса, валят на пол и избивают, как какого-то второстепенного персонажа, предупреждая, чтобы он больше не смел заставлять их принцессу и пальцем ради него шевелить. После того, как его избили, он идет в учительскую, чтобы помочь, потому что сегодня его очередь дежурить. Но тут подходит девочка и забирает у него стопку бумаг. Вы можете подумать, что с этого начинается милая романтическая история, но нет. Это просто одна из поклонниц Аяки, которая хочет, чтобы Ханока держался от нее подальше, потому что Аяка тоже дежурит. Так что, как и всегда, Ханока остается на заднем плане в истории Аяки. После школы он идет выносить мусор и думает о том, какая у него скучная жизнь. Тут он замечает в мусоре подозрительную игрушку кролика и вытаскивает ее, чтобы рассмотреть. На животе у нее надпись «Сегодня будет ясная погода, но некоторые школьные здания могут обрушиться». Он думает, что это просто глупая шутка какого-нибудь четвероклассника, но потом видит, как над ним нависает огромная тень и поднимает голову, на него падает школьная башня с часами. Он задается вопросом, не перенесется ли он сейчас в какой-нибудь фэнтезийный мир, полный милых девушек, и вздыхает о том, что ни разу даже за руку ни с кем не держался. Башня обрушивается на него, и на этом должен был бы закончиться первый сезон колдовских работ. По крайней мере, так он думает, пока не просыпается в объятиях Аяки, одетой в какой-то костюм ведьмы. Он пугается, как последний трус, но Аяка велит ему не двигаться, иначе он упадет. Он в замешательстве, но потом смотрит вниз и видит, что они парят в воздухе на метле. Вдалеке их замечает девочка с кошачьими ушками и спрашивает себя, не мастерская ли Аяка, после чего щелкает пальцами и посылает в атаку двух гигантских игрушечных солдатиков в форме кроликов. Аяка подбрасывает Ханоку в воздух, уворачивается от удара, сжигает солдатиков огненной магией. Плавно приземляется и ловит Ханоку, как принцессу, демонстрируя ему идеальный крупный план рая. Игрушечные солдатики-кролики поднимаются и бросаются на них с мечами, но Аяка сжигает их огненными шарами, а затем сражается с ними в ближнем бою, используя метлу и магию. Она велит Ханоке держаться рядом, но он, как последний дурак, делает все наоборот и, обернувшись, видит за зданием девочку с кошачьими ушками, которая машет ему и говорит, что там безопасно. Он решает, что она подруга Аяки, и бежит к ней, но его окружают солдаты-кролики, хватают за руки и заставляют опуститься на колени. Один из солдат подходит с топором, и все они готовятся сделать из него очередного почти безголового Ника из ремейка Гарри Поттера. Он думает, что это просто сон, но тут в дело вмешивается Аяка, поджигает всех солдат и спасает его, как и подобает настоящей главной героине. Ханока все еще думает, что это сон, и начинает осыпать ее комплиментами, говоря, что даже во сне она выглядит потрясающе и что он ей совершенно безразличен. Не говоря уже о том, что она спасает его, как какая-то Сейлор Мун из Гарри Поттера. Она говорит, что это ее долг, и пусть он в замешательстве, ему не о чем беспокоиться, потому что она его защитит. Он спрашивает, почему, и она отвечает, что он ее принцесса. Неужели Ханока только что раскрыла свою женскую сущность? Ханока задается тем же вопросом и начинает сомневаться, что он вообще мальчик. Но Аяка напоминает ему, что действие этого аниме происходит не в 2023 году, и что пока в мире существует только два гендера. Она говорит, что сама совсем разберется, но он замечает, что ее волосы слегка обгорели, и переживает, что это из-за него. Он спрашивает, почему она приняла удар на себя, и винит себя за то, что повелся на уловку, хотя она предупреждала его не отходить далеко. Он говорит, что ее обгоревшие волосы — это его вина и дар свыше, но тут же осекается, понимая, что на самом деле ведет себя как полный подкаблучник. После того, как ее фанаты годами издевались над ним, он сам превратился в одного из них, даже не заметив этого. Пока он сидит, сгорая от стыда, он замечает, что один из игрушечных солдатиков поднимается, чтобы напасть на нее сзади. Вспомнив, что сделал Саски в арке мост Наруто, он прыгает перед ней и принимает удар на себя. Он думает, что будет круто выглядеть, если скажет, что его тело действовало само по себе, но теряет сознание, не успев ничего сказать. Аяка опускается рядом с ним на колени и нежно обнимает его. Да, я не просто так написал «нежно обнимает», а не просто обнимает. Увидев, что Ханока ранен, Аяка приходит в ярость и говорит, что ей нужно было с самого начала сжечь их всех дотла. Она выпрямляется во весь рост и произносит свое самое мощное заклинание «Миллион клеверов», уничтожая врагов мощной огненной магией. Позже, в тот же день, Ханока приходит в себя в личной комнате Аяки в школе. Она говорит ему, что это был не сон и что она все объяснит позже. А пока им нужно идти домой, они вместе выходят из школы. И Аяка говорит, что пока ему нужно знать только одно. Ее задача защищать его, потому что он ее хозяин. Он не совсем понимает, что это значит, но молча идет рядом с ней, и какое-то время они не разговаривают. Через несколько дней все возвращается на круги своя.
Но теперь Ханока не просто невидим для окружающих, а еще и ловит на себе завистливые и злые взгляды, когда Аяка садится рядом с ним в утренний школьный автобус. После этого они вместе идут в класс, и Ханаки кажется, что если он и дальше будет держаться рядом с ней, то его убьют. Он притворяется, что у него болит живот и выбегает на улицу, но в итоге сталкивается с бандой школьных хулиганов. Они хватают его за шиворот, говорят, чтобы он не лез не в свое дело, и решают, что пора его снова поколотить, пока не появляется Аяка и не приказывает всем отступить. Она завязывает ему галстук бантиком, а затем предупреждает, что сожжет любого, кто снова попытается его тронуть. Позже, в тот же день, во время обеда, она сидит с Хонокой и группой девушек из своего фан-клуба. Она кормит его с рук и говорит, что сама приготовила обед. Ханока наслаждается моментом, но ему неловко находиться в окружении 20 девушек, которые явно не хотят его здесь видеть и считают, что он портит им настроение. Он встает и говорит, что пойдет пообедает в другом месте, а затем убегает. Аяка расстраивается и поджигает еду у всех на столе, уставившись в пол. Ханока чувствует себя виноватым за то, что был груб, и идет через двор, где на него обрушилось здание. Он замечает, что все снова выглядит как обычно, как будто ничего и не было. Затем он оборачивается и видит рядом с собой девушку с кошачьими ушками. Она говорит, что обрушившееся здание было иллюзией, а потом добавляет, что наконец-то убедилась, что он бестолковый неудачник, раз пришел сюда один и ничего не понял. Она подходит ближе. Переодевается в костюм ведьмы и представляется как Тенпопа из башни ведьм. Она говорит, что пришла похитить этого недотепу, и зовет своих солдат. Но прежде чем что-то происходит, появляется Аяка и хватает Ханаку. Тенпопа говорит, что ждала ее, а затем приказывает своей армии игрушечных солдатиков атаковать. На этот раз их больше, чем несколько, они со всех сторон бросаются на Аяку с мечами и копьями. После битвы Хонока приходит в себя и видит, что Аяка прикрывает его своим телом, вся израненная, и он даже не может сосчитать ее раны. Она спрашивает, в порядке ли он, а он удивляется, как она вообще еще жива. Чувствуя себя бесполезным, говорит ей, что верит в нее, но считает, что ему следует вызвать скорую помощь. Аяка говорит, что если он действительно хочет загладить свою вину, то должен пообещать не убегать завтра во время обеда. Он соглашается, а потом начинает волноваться, что у нее повсюду течет кровь, но она объясняет, что она сделана из огня, и все в порядке. Она велит ему закрыть глаза и не двигаться, а затем использует свою магию, чтобы разнести солдат в пух и прах. Она превращает каждого солдата в пепел, а затем подходит к Танпопа, держа Хоноку на руках, как принцессу. Она говорит Танпопа, что собирается поджарить ее пушистый хвост, и взрывает ее большим огненным заклинанием. Тампопа едва спаслась, позвав еще солдат и убежав с дымящейся задницей. После этого Аяка велит Ханоке открыть глаза, и он потрясен, увидев, что все снова выглядит нормально, чисто и никаких повреждений не видно. Затем они отправляются домой и заканчивают день. На следующее утро в их школу переводятся 5 новых учеников. И угадай, кто это, Танпопа и ее банда башенных ведьм. Проходит несколько дней, а Ханака продолжает просить Аяку объяснить, что происходит со всей этой магией и почему Тенпопа продолжает преследовать его. Однажды утром он решает продолжать спрашивать, пока она наконец не ответит, но замечает, что в тот день она не поехала с ним на автобусе. Он выходит из школы, переобувается и направляется в класс только для того, чтобы застать Аяку за жарким разговором с новыми учениками. Он смотрит наверх, на знак уроки, и понимает, что он не в своем действительном классе, он в клубе общества пыток. Вместо того, чтобы спросить, зачем вообще существует такой клуб, он просто спрашивает Аяку, как он здесь оказался, когда был уверен, что ходит на свои настоящие занятия. Аяка объясняет, что она наложила на него заклятие, чтобы он ходил сюда, сам того не зная, просто чтобы они могли встретиться. Затем она поворачивается к связанным девочкам и говорит, что это охота на ведьм. Она говорит, что решила разобраться с ними, потому что они могут быть опасны для него. Он не уверен, правда ли это, и смотрит на девочек, которые борются друг с другом. Он просит ее хотя бы вынуть кляпы из их ртов, чтобы они могли говорить. И Аяка соглашается. Она говорит, что собиралась быстро покончить с ними, но один из них убежал, поэтому она использовала остальных в качестве приманки, чтобы выманить ее. Ханака подходит к Танпопа и спрашивает, почему они все охотятся за ним. Танпопа смеется и говорит, что нет ничего удивительного в том, что мисс Совершенство ничего ему не сказала. И если говорить прямо, она хочет его тело и то белое вещество внутри него. Услышав это, Ханока краснеет, неуверенный, правильно ли он ее расслышал, но Аяка говорит ему, чтобы он не верил всему, что говорят их враги. «Скажи». Танпопа ухмыляется и говорит, что они, возможно, слишком расслабились, так как их последний товарищ по команде до сих пор не пойман. Внезапно с потолка начинает капать черная слизистая жижа и покрывает их обоих. Из этой слизи появляется Мэй и освобождает своих друзей. Она хватает Ханаку и проходит сквозь пол, сбегая в комнату внизу и оставляя остальных сражаться с Аякой. Она начинает праздновать свою удачу и думает, что ей удалось совершить что-то грандиозное, забывая, что она всего лишь второстепенный персонаж, предназначенный для облегчения комиксов, а не главный злодей. Через секунду Аяка пробивает пол и смотрит на Мэй сверху вниз. Все 4 ведьмы уже повержены. Она спрыгивает в комнату и направляется к Мэй. Но та предупреждает, что если Аяка не остановится, то ее питомец откусит Ханоке шею. Да что такое с этими ведьмами и шеями? Аяка говорит Ханаке, чтобы тот не волновался, и обещает в 2 счета поджарить Мэй. Она продолжает идти вперед. Мэй встает, держа Ханаку в заложниках, и приказывает своему питомцу укусить его за шею, чтобы доказать, что она не шутит.
Вместо того, чтобы остановиться, Аяка поджигает Мэй и отбрасывает ее в сторону, освобождая Ханаку. Как ни странно, с его шеей все в порядке. След от укуса остался на шее Аяки. Мэй понимает это и быстро убегает, позволяя своим друзьям тоже уйти. Позже, в тот же день, Ханока просыпается в кабинете Аяки в частной школе и замечает, что на ней шарф, хотя на дворе разгар лета. Она извиняется перед ним и говорит, что очень хотела, чтобы у него была спокойная, нормальная жизнь. Но если все так и будет продолжаться, то ведьма из башни не оставит его в покое. Она говорит, что единственный способ покончить с этим — дать отпор и найти того, кто за всем этим стоит. Но проблема в том, что она до сих пор не знает, кто это. Услышав это, Ханака задумывается и понимает, что из-за него Аяка пострадала и прикрывает след от укуса шарфом. Он просит ее все объяснить и предлагает стать его ученицей. Он не хочет, чтобы она сражалась в одиночку. Тем временем в кафе кондитерская директриса школы, которая по совместительству является матерью Аяки, Казани, встречается со своим давним соперником и злодеем Крануаром после перерыва в 130 лет. Крануар говорит, что слышала, будто ученики Медузы затеяли ссору с группой Казани, и, возможно, теперь она тоже хочет присоединиться к веселью. В конце недели Ханоки звонит Аяка и просит встретиться с ней на улице. Он думает, что это свидание, но на самом деле она просто хочет рассказать ему правду о ведьмах, как он и просил. Она говорит, что они пойдут в школу. Но по пути зайдут в кафе. По дороге Аяка рассказывает ему историю о ведьмах и объясняет, что в их мире есть два вида ведьм. Ведьмы-ремесленницы и ведьмы-башенницы. Ведьмы-ремесленницы защищают людей. Они открывают мастерские в городах и других местах, где живут люди. Их задача — следить за тем, чтобы никто не использовал магию во зло. Они открывают мастерские в разных местах и живут там, поэтому их так и называют — мастерские. Ведьмы. Но ведьмы-башенницы не соблюдают никаких правил. Они думают только о себе и используют магию как хотят, даже если это причиняет людям вред. Она предупреждает Ханоку, что если ведьмы-башенницы доберутся до него, то миру придет конец и все могут погибнуть. Затем они заходят в кафе и делают перерыв. К ним подходит официантка и начинает говорить с Аякой очень писклявым голосом. Аяка сердито смотрит на нее, но слушает, как та рассказывает о приезде Крануара и о том, что в город прибывают и другие ведьмы-башенницы. Хонака понимает, что девушка — вице-президент школьного совета, и она такая же ведьма, ремесленница, как и Аяка. Когда Аяка допивает свой напиток, они идут в торговый центр и покупают одежду. Пока Ханока ждет ее в магазине, он видит, как милая девушка помогает потерявшемуся ребенку и подходит к ним. Девушка смотрит на него, достает блокнот и убеждается, что это тот самый парень с ее фотографией. Затем она отталкивает потерявшегося ребенка как НПК и бросается на Хонаку с мечом, показывая, что она ведьма из башни. За ней появляются ее подруги и нападают на Аяку. Аяка сжигает их огнем и бросается на помощь своему драгоценному принцу. Одна из ведьм достает пистолет и использует прием под названием «пулевое дзюцу», стреляя прямо в них. Аяка включает режим пуленепробиваемого торта в стиле Бэтмена и отражает все выстрелы. Затем она делает прием, похожий на огненный пистолет Эйса, и испепеляет их. После этого она подходит к Ханоке и уносит его на руках, а ведьмы убегают, как в каком-нибудь шпионском фильме. Закончив дела в торговом центре, они идут в школу. Ханока извиняется за то, что втянул ее во весь этот хаос. Он спрашивает, не безопаснее ли будет запереть его или изолировать где-нибудь. Но она говорит, что ему не стоит беспокоиться об этом, потому что она всегда будет его защищать. Затем она говорит, что ему лучше начать усердно учиться, потому что быть ее учеником — это не прогулка в парке. Услышав это, Хонака воодушевляется и говорит, что готов стать сильнее. Вскоре они доходят до школы, и Аяка сообщает, что школа на самом деле — это один из цехов. Она ведет его в кабинет директора, чтобы познакомить с мамой Казани. Казани ругает Аяку за то, что она устроила погром в торговом центре, и спрашивает, что это за цех, где ломают чужие вещи. Она говорит Ханаке, что по традиции ведьмы наставницы знакомят своих учеников с мастером в первый же день, поэтому она попросила Аяку привести его. На следующий день Аяку уводит Ханоку на тренировку, но по дороге на них нападают Тампопа и ее команда «Ракетный нокаут». Кана сомневается, стоит ли вступать в бой с Аякой, ведь победить ее практически невозможно. Но Тампопа говорит, что они будут действовать по схеме «быстрый поток», то есть просто ринуться в бой, как пещерные люди, без всякого плана. Аяка велит Ханоке смотреть внимательно, а затем отправляет эту нелепую команду в полет, как ракетную команду из Пакмана. Конечно, Ханока ничего не выносит из этого зрелища. После этого они возвращаются в школу, и когда Ханока открывает свой шкафчик, на него обрушивается шквал писем с угрозами и проклятиями. Кто-то даже подбросил ему мертвую куклу Вуду, похожую на него. Аяка говорит, что это, должно быть, проделки ее фанатов, и просит его не волноваться, что они больше не будут ему досаждать. Но он все равно чувствует на себе гневные взгляды окружающих. Ведь он сидит рядом с ней, готовится с ней к контрольным, работает с ней в паре на физкультуре и даже ходит в школу и из школы с девушкой, о которой они все мечтают. После уроков Ханока собирается заняться магической тренировкой, но Аяка провожает его до автобусной остановки и говорит, что знает, как он устал, поэтому сегодня они сделают перерыв.
Они садятся в автобус и едут домой. Но по дороге Аяка замечает за окном странную летающую волшебную рыбу и смотрит на экран в автобусе. Вместо следующей остановки там написано «Тупик». Она вскакивает и оборачивается. На заднем ряду сидит Карнуар. Автобус совершенно пуст. Водительница ушла, и автобус движется вперед только благодаря ее магии. Она велит Ханоке сохранять спокойствие, а затем поворачивается к Крануар, которая выходит вперед и представляется. Аяка готовится атаковать огнем, но Крануар замораживает ее заклинанием под названием «Диктатура». Она накладывает на Аяку мощное заклинание, но, как и следовало ожидать, оно не причиняет ей никакого вреда. Ханока не понимает, насколько сильна Аяка на самом деле, и по глупости бросается к ней, чтобы защитить. Кронвар смеется над его глупостью и говорит, что как бы кто ни старался, Аяку не победить. Затем она спокойно подходит к Ханоке и вонзает нож ему прямо в живот. Он падает на колени, крича от боли, но она велит ему прекратить притворяться и встать. Ханока в замешательстве, но потом замечает, что ему совсем не больно, и даже кровь не идет. В этот момент Аяка падает на пол, и он видит, что у нее идет кровь из того же места, куда ударили его. Крануар объясняет, что это из-за особой способности под названием «перенос урона», благодаря которой любой вред, причиненный ему, переходит к ней, пока они находятся рядом. Она продолжает, говоря, что Аяка обладает этой способностью, потому что заключила с ним контракт. Этот контракт позволяет ей использовать его особую силу и стать непобедимой ведьмой, но в обмен она должна защищать его от любой опасности. Затем она говорит, что если он действительно хочет ее спасти, ему нужно лишь дать ей больше силы, используя белую субстанцию внутри себя. Нет, это не то, о чем вы подумали. Она говорит о духе внутри него, как девятихвостый лис в Наруто. Она протягивает ему светящуюся конфету и говорит, что он должен съесть ее, если хочет раскрыть свою истинную силу. Она пытается насильно накормить его конфетой, но Аяка не позволит какой-то мелкой чудачке украсть у ее питомца первый поцелуй, поэтому она выпускает струю зеленого пламени. Это отбрасывает Кренуар назад. Да, все это происходит благодаря чистой силе сюжета. Затем Аяка говорит Ханоке, что на время превратится в кого-то другого. Она забирает часть его силы и превращается в самую горячую огненную королеву на свете. С помощью зеленого пламени и драконьей силы она быстро побеждает Крануар и пробивает ее щит, а потом вонзает меч ей в горло. Но даже после этого Крануар сбегает и оставляет их на автобусной остановке. Ханока приходит в себя первым и видит, что рана Аяки исчезла, но она по-прежнему не открывает глаза. Он отвозит ее в больницу, и медсестра говорит, что она просто очень устала и скоро очнется. Позже, вернувшись домой, он находит в кармане маленькую конфету в обертке. Это волшебный шар, которым Крануар пыталась накормить Ханоку. Он решает не рассказывать об этом Аяке и прячет шар в ящик стола, на случай, если он ему действительно понадобится. Он также начинает размышлять о словах Крануар насчет контракта Аяки с ним и о том, что она, возможно, знала его еще до того, как они встретились в школе. На следующий день Аяка арендует весь спортзал для их тренировки. Она дает Ханоке его собственную форму ученика-ведьмы и начинает объяснять, для чего она нужна. Она предлагает ему попробовать подпрыгнуть, и он пробует. К его удивлению, он чувствует себя очень легким и подпрыгивает почти до самого потолка спортзала. По пути вниз Аяка подхватывает его на руки как принцессу и просит попробовать поднять ее также. Ханока поднимает ее и замечает, что она очень легкая. Аяка объясняет, что благодаря плащу их тела кажутся почти невесомыми. Затем она поднимает правую руку и слегка поворачивает запястье, и в ее руке появляется волшебная метла. Она говорит, что метла спрятана в плаще, и ее можно вызвать этим жестом. Ханока пытается повторить, но вместо метлы у него получается вызвать только разочарование, потому что ничего не происходит. В этот момент у Аяки срабатывает будильник, и она говорит, что их время вышло. Внезапно в зал заходит множество учеников, чтобы начать тренировку. Ханока в панике говорит Аяке, что им нужно спрятаться, пока их не увидели в этих костюмах, как у настоящих атаку. Но, к его удивлению, никто их не замечает. Он думает, что стал настолько невидимым, что люди его просто не видят. Аяка объясняет, что на самом деле у плащей есть особое свойство, благодаря которому люди их не замечают и обходят стороной. Затем она спрашивает, боится ли он высоты, хватает его и взлетает с ним на метле в небо. Она говорит, что они будут летать, пока он не научится вызывать свою метлу. Она объясняет, что ведьмы-наставницы обычно летают так, чтобы проверить, все ли в порядке в их районе. А еще она добавляет, что в школе постоянно дежурят 5 могущественных ведьм, которые защищают ее от опасностей. Пролетев достаточно долго, чтобы успеть вздремнуть, Аяка начинает возвращаться в школу. Но Ханока показывает вниз и просит ее остановиться. Он видит, как хулиганы издеваются над ребенком и отбирают у него вещи, и говорит, что нужно помочь. Аяка отвечает, что это дело полиции, а не ведьм. Ведьмы должны бороться со злыми ведьмами, а не вмешиваться в проблемы обычных людей. К тому же они не должны никому раскрывать свое существование. Ханоке не нравится это правило, и он, наконец, призывает свою метлу и бросается в бой. Он чуть не погибает в конце серии, но чудом остается жив. Он врезается в хулиганов, как машина в стену, и сбивает их с ног.
Они поднимаются, набрасываются на него и уже готовы его избить, но тут появляется Аяка и испепеляет их своей магией. Ханока напоминает ей, что они не должны нападать на обычных людей, но она отвечает, что те парни тоже были ведьмами и поэтому смогли его увидеть, несмотря на магию. Рабони. Оказывается, девочку, у которой отбирали вещи, знает младшая сестра Ханоки, Касуми, и она не ведьма, поэтому не заметила ничего магического. Тем временем в Ротенберге Медузу держат под строжайшей охраной, но каким-то образом ей удается сломать печать и сбежать из тюрьмы. Первыми, кого она решает навестить, оказываются ее любимые ученицы из команды ракета Танпопа. Но прежде чем она их находит, мы видим, как Танпопа и ее команда сидят в ресторане и обсуждают план поимки Ханоки и окончательной победы над Аякой. Это будет непросто, ведь Аяку практически невозможно остановить, а Ханока, похоже, обладает каким-то магическим обаянием, из-за которого она привязана к нему, как преданный питомец. Пока они разговаривают, Рин предлагает новую идею. Вместо того, чтобы преследовать Аяку, они должны дождаться, когда Ханока останется один, и схватить его. Команда соглашается с новым планом. Они уже собираются уходить, когда появляется Крануар и говорит, что с удовольствием присоединится к их затее. На следующее утро Ханока просыпается, спускается вниз и собирается в школу. Его сестра Касуми желает ему доброго утра и помогает привести в порядок его взлохмаченные волосы с помощью расчески и фена. При этом она как бы невзначай спрашивает его о телефонном звонке, который ему сделала девушка на прошлых выходных. Ханока, конечно, не хочет признаваться, что самая популярная девушка в школе называет его хозяином. Поэтому он придумывает отговорку и говорит, что это был просто звонок по внутренней системе оповещения, а у девушки был его номер. Она позвонила, чтобы сказать, что понедельник будет веселым днем. Косами приподнимает бровь и спрашивает, почему он выбежал из дома сразу после этого звонка. Ханока начинает потеть. Он придумывает еще одну неубедительную отговорку, но сестра его раскусила и предупреждает, что может обжечь ему волосы феном на полной мощности. Затем она говорит, что знает, что он гулял с Аякой и что она тоже кое-что слышала в школе. Над ней даже подшучивают из-за того, что ее брат отнимает у нее все время, которое она могла бы провести с принцессой. Она прямо спрашивает, какие у него с ней отношения. Ханока пытается придумать ответ, но тут их мама Камачи зовет их завтракать, и Касуми оставляет его в покое, но предупреждает, что они вернутся к этому разговору вечером у него в комнате. Тем временем Аяка уже ждет на автобусной остановке, где на нее нападают 3 ведьмы из банды Тампопа. После завтрака Ханока вдруг вспоминает, что должен был встретиться с ней пораньше и бежит на остановку. По пути он попадает в ловушку, которую подстроила Тампопа и ее игрушечные солдатики-кролики. Они прижимают его к земле, и она говорит, что пока он лежит здесь, ее друзья избивают Аяку до полусмерти, потому что теперь они знают ее слабость. Оказывается, Крунуар выдал секрет. Аяка теряет свою неуязвимость, если ее разлучают с Ханокой. В этот момент 2 солдатиков подбрасывает в воздух огромная лапа. Танпопа поднимает голову и видит гигантского плюшевого медведя, который играет с ее солдатиками, как с фигурками. И да, это дело рук Касуми. Оказывается, она тоже ведьма-ремесленница. Танпопа в ярости от того, что ее план рушится и вызывает гигантского солдатика-кролика, начинается битва титанов. Начинается схватка медведя и кролика. Поначалу кажется, что медведь побеждает, но кролик внезапно делает грустное лицо, застает медведя врасплох и неожиданно тычет ему пальцем в глаз. Битва становится ожесточеннее. Медведь пытается прижать кролика к земле, а затем раскручивает его как бейблейд и швыряет в провода. Кролик отбивается шипастыми перчатками и даже пускает ядовитый газ. Наконец, оба наносят друг другу хук слева, но медведь бьет первым и сбивает кролика с ног. Внезапно на него бросается дикий скелет тираннозавра. Касуми оборачивается и думает, что это за покемон, и понимает, что это Рин со своим питомцем-нежитью. Теперь Танпопа и Рин вдвоем окружают ее, но Касуми использует свой секретный прием «Неожиданный удар мамы» и увеличивает своего медведя до размеров колоссального титана. Она раздавливает кролика и скелета одной лапой и случайно ломает ее. Зданий больше, чем террористов 11 сентября. После этого Касуми спрыгивает со своего гигантского медведя и подходит к Ханоке, который валяется на земле, как будто смотрит фильм и жалеет, что у него нет попкорна. Он спрашивает, что все это значит, а она спрашивает, как он думает, кто его защищал все это время, пока принцессы не было рядом. При упоминании Аяки Ханока хватает ее за руки и говорит, что им нужно ее спасти. Но Касуми закатывает глаза и говорит, что эту неуязвимую корову нужно не спасать, а отправить в отпуск, и показывает на Аяку, которая спокойно сидит на лапе медведя и читает книгу. Аяка спускается, и Ханока бежит к ней, снова и снова благодаря за то, что она в безопасности и сражалась с ведьмами. Глядя на это, Касуми раздражается и говорит, что это она заслуживает благодарности. Затем она говорит Аяке, что они договорились, что Касуми будет защищать его по выходным и праздникам, а Аяка в школе и в автобусе. Но Аяка нарушила уговор и забрала его с собой в прошлые выходные. Пока они спорят о том, кто будет его охранять, Ханока вдруг кое-что понимает. Все, что Касуми говорила раньше о травле и о том, что она не знала о них с Аякой, было выдумкой. Она ухмыляется и говорит, что дразнить его — ее обязанность как младшей сестры.
Затем она становится серьезной и говорит Аяке, что директриса предупредила их о том, что в городе сейчас около 30 ведьм из башни. И хотя они пока ничего не предприняли, это скорее всего означает, что грядут большие неприятности. Тем временем мы видим, как Казанай включает телевизор и видит, что половина города разрушена в результате схватки медведя и кролика. Она вздыхает и думает, сколько же ей придется заплатить, чтобы исправить весь этот бардак. Вернувшись в город, Аяка говорит Ханоке, что, возможно, она хочет постоянно заботиться о нем, и им стоит съехаться. Тем временем Крануар снова что-то замышляет. Она отправляет своего крокодила выследить всех городских ведьм и собрать их на своей базе. В это же время Казён звонит Ротенберг. Дело в Медузе. Она сбежала. На следующий день Аяка приходит в дом Ханоки и Касуми, чтобы спросить у их матери, можно ли ей забрать Ханоку к себе насовсем. К их удивлению, Гамачи сразу же соглашается и даже рассказывает историю из своей школьной жизни. Она говорит, что в старших классах подружилась с сильной девочкой по прозвищу Драконий Зуб. Эта девочка оказалась никто иная, как мать Аяки Кадзуне. Они так сблизились, что решили пожениться. Но поскольку на дворе был еще не 2023 год, им пришлось выйти замуж за мужчин. Поэтому они пообещали, что их будущие дети поженятся, а значит, Ханока и Аяка были помолвлены еще до своего рождения. Кацуми отказывается это принимать и говорит, что не позволит старшему брату так просто уйти. Гамачи говорит ей, что пора повзрослеть и что она только и делает, что целыми днями заставляет его выполнять свои прихоти. Кацуми отвечает, что это ее право как младшей сестры, но когда это не срабатывает, Гамачи просто валит ее на землю и удерживает. Внизу он кричит Ханоке, чтобы тот собирал вещи и бежал. После этого Аяка и Ханока выходят вместе, и она спрашивает, не против ли он жить с ней вдвоем. Он отвечает, в мире нет парня, который бы отказался от такого. Затем он говорит, что все это вызывает странную ностальгию. Аяка пытается закончить его мысль, как будто они уже встречались раньше, давным-давно. Давным-давно. Но как бы они ни старались вспомнить, когда именно, не могут. Она говорит, что ее собственные воспоминания тоже туманны, но одно она помнит четко, что она должна защищать его изо всех сил. И теперь она начинает верить, что все это подстроил кто-то, наделенный огромной силой, как будто это часть какого-то грандиозного плана. Вскоре подъезжает ее машина, и водитель открывает для них дверь. Ханока понимает, что раз Аяка дочь директора школы, то она должно быть очень богата. Они приезжают к ней домой, а точнее в ее огромный особняк. Они заходят внутрь, и их встречают, кажется, сразу несколько десятков горничных. Аяка говорит, что ее комната на одном из верхних этажей, поэтому они поедут на лифте. Пока они поднимаются, Ханока удивляется, кто вообще может жить в 40-этажном доме. Наконец они добираются до ее комнаты, но, открыв дверь, обнаруживают, что 3 горничные уже превратились в камень. За их спинами стоит Медуза и говорит, что ей надоело ждать. Аяка заходит в комнату и быстро просит Ханоку остаться на 12-м этаже. Она закрывает за собой двери лифта. Аяка превращается в огненного воина и начинает сражаться с Медузой изо всех сил. Тем временем Ханока стоит за дверью. Он не понимает, почему Аяка отослала его, ведь обычно она настаивает, чтобы он был рядом. Он решает, что на этот раз враг должно быть слишком силен. Затем он вспоминает, что если он отойдет слишком далеко от Аяки, она потеряет свою неуязвимость. Поэтому он решает не слушать ее, а сделать то, что у него получается лучше всего– проигнорировать указания. Внезапно дверь лифта плавится, и Аяка падает на пол. Она велит Ханоке схватить метлу и бежать, потому что в таких сражениях он всего лишь второстепенный персонаж, которого в итоге раздавят. Но Медуза не дает им уйти. Она накладывает проклятие и обращает Аяку в камень. Ханока умоляет ее освободить Аяку и говорит, что сделает все, что она захочет, но Медуза отвечает, что она не так глупа, как он. Тогда Ханока вспоминает о конфетах, которые он принес, когда они стали жить вместе. Он достает их и съедает, высвобождая скрытую внутри себя белую энергию. Тут же появляется беловолосая женщина, похожая на вампира, и представляется как белая принцесса Эвермиллион. Медуза бросается на нее, но Эвермиллион одним взмахом руки выбрасывает ее из здания вместе с большей частью самого здания. Тем временем Казаня смотрит в окно. Она надеялась немного отдохнуть после работы и увидеть, как ее многомиллионное здание разлетится на куски. Она вздыхает и думает, что за этим наверняка стоит Медуза, а затем велит своей помощнице собрать всех ведьм города для полномасштабной охоты. Вернувшись на место событий, Эвермиллион говорит Ханоке, что Аяка окаменела, потому что он потерял веру в ее силу. Чтобы снять проклятие, ему нужно снова поверить в нее, по сути поцеловать ее по-настоящему, как в сказке о Белоснежке. Затем она исчезает, напомнив ему, что звать ее нужно только в крайнем случае. Сразу после этого возвращается Медуза, на этот раз с подкреплением, командой Тампопа. Ханока целует Аяку, разрушая ее каменное проклятие, а затем цепляется за нее, как клещ, во время последующей ожесточенной битвы. Аяка одним мощным взрывом уничтожает команду Тампопа и вступает в бой с Медузой 1 на 1. Они сражаются на равных. Медуза снова пытается превратить ее в камень, но Аяка прорывается сквозь заклинания с помощью силы огня, чувств и классической сюжетной брони.
Пока они сражаются в воздухе, Ханока начинает клевать носом и, как вы уже догадались, засыпает, обнимая Аяку. Вот вам и мертвый груз. Позже той же ночью он просыпается в кабинете школьной медсестры и видит, что рядом с ним сидит Аяка. Он спрашивает, не приснилось ли ему все произошедшее. Она отвечает, что нет, все было по-настоящему. Затем она отдергивает занавеску и показывает Медузу и ее учениц, мирно спящих на соседней кровати. Хонока в ужасе, но Аяка говорит, что все объяснит позже и что они больше не враги. Она снова задергивает занавеску, наклоняется к нему и целует, говоря, что просто возвращает должок. Позже они решают вернуться в дом Ханаки, потому что дом Аяки в буквальном смысле разнесло в щепки. Касуми уходит, потому что ее позвала Казаня, а Аяка и Ханока возвращаются домой к его маме. На следующее утро Касуми возвращается после безуспешных поисков Медузы. Она решает проведать Ханаку и заходит к нему в комнату, где видит Аяку, которая сидит на нем и проверяет печать на его груди. Касуми злится, узнав, что мама разрешила Аяке остаться у них, и за завтраком ведет себя с ней грубо. Камачи не выдерживает и дуется. Ханока ругает Касуми за неуважение и велит ей извиниться. Но уже поздно. Камачи ложится в постель и ни с кем не разговаривает. Ханока звонит на работу и сообщает, что заболела и не выйдет, а затем уходит в школу раньше остальных. В школе проходит собрание ученического совета и фан-клуба Аяки. Президент вне себя. Прошло 2 недели с тех пор, как Ханока сблизилась с их принцессой, и никто ничего не предпринял по этому поводу. Она поворачивается к вице-президенту, но та тоже отказывается действовать. Она просит президента успокоиться, потому что Аяка сказала, что никому не позволит тронуть Ханаку. Президенту не нравится такой ответ, и она обращается к их куратору, учителю естествознания Каека Ира Сенсею, и обвиняет его. Она говорит, что он стал их куратором только потому, что побоялся отказать, и что она устала от его бесполезности. Если он не предпримет что-нибудь в отношении Ханаки, она добьется того, чтобы весь совет проголосовал за его увольнение. Позже, в то же утро, Каакаира подходит к Аяке и Ханаке и просит их пройти с ним в кабинет естествознания. Там он сообщает им, что он куратор ученического совета и что Ханока стала проблемой. Он говорит, что Ханока, скорее всего, не знает, какой была Аяка в первый год обучения, потому что он сам перевелся в школу позже. Он объясняет, что каждый год во время осеннего фестиваля ученики голосуют за лучшего ученика, который станет примером для подражания и лицом школы Тадзицу Хай. Победителя выбирают по внешнему виду, оценкам, спортивным достижениям, харизме и общему впечатлению. Победитель становится принцем или принцессой школы. Затем он говорит, что проблема в том, что если о победителе начинают ходить странные слухи, то ситуация выходит из-под контроля, особенно если эти слухи касаются парня. Ханака пытается защитить репутацию Аяки, но Кая Кайро говорит, что неважно, какие у них на самом деле отношения, потому что Аяка принадлежит не ему, а школе. Он просит Ханоку отойти в сторону. Ханока теряется, но Аяка просит его не унывать. Она объясняет, что эта традиция восходит к древней легенде об ангеле, который однажды спустился на землю и учился в школе как обычный ученик, поэтому роль принцессы так важна. Кана Кайра соглашается и говорит, что иерархия в школе примерно такая: директор, принцесса, ученический совет, учителя, а затем обычные ученики. Аяка, будучи дочерью директора, уже занимает 2 из самых высоких должностей. Но проблема в том, что его может уволить совет. Аяка говорит, что у нее уже есть план, и им просто нужно поторопиться. Каякайра рад это слышать, но говорит, что теперь им нужно обсудить истинную причину, по которой он их позвал. Он достает магический артефакт и телепортирует себя и Ханоку в другое измерение. Он просит его не паниковать, а затем достает небольшой шар, похожий на волшебную конфету, которую дал ему Крануар. Он говорит, что это более слабая версия, и шутит, что настоящая конфета, наверное, была не очень вкусной. Ханока в шоке от того, что он никому не рассказывал об этой конфете, кроме Аяки. Каякайра объясняет, что Ханока вызвал белую принцессу с помощью одной из этих конфет и тем самым разрушил одну из 5 печатей, удерживающих ее. Он говорит, что директриса может стать его врагом, хотя именно она дала ему возможность жить свободной жизнью. Она согласилась на это при одном условии: 5 печатей должны были оставаться нетронутыми. Теперь, когда одна из них сломана, остальные, скорее всего, тоже падут, и никто не сможет это остановить. Единственный выход — запечатать Ханоку с помощью магии директрисы. К счастью, она сейчас занята Медузой и пока ничего не знает. Но рано или поздно она узнает правду о печатях и о том, что Медуза находится под защитой. Каукаира говорит, что на самом деле просто хочет помочь. Если бы не Аяка, он бы позаботился о Ханаке как его опекун. Он просит Ханаку оставить Аяку и пойти с ним. Ханака даже не колеблется. В этот момент Аяка разрушает пространственный барьер, прижимает Каакаира к земле своим клинком и вытаскивает Ханоку. Каукаира выживает, применив классическое заклинание подмены, и сбегает. Сразу после этого Аяка приводит Ханоку в актовый зал и просит его сделать объявление, чтобы все ученики собрались в спортзале. Когда все приходят, она поднимается на сцену и впервые проявляет интерес к школьной политике.
Она произносит смелую речь о том, как сильно она переживает за будущее школы, а затем говорит, что смещает нынешнего президента школьного совета и назначает на его место нового президента, которого она выбрала сама, некого иного, как Ханоку. Затем Аяка объявляет себя новым вице-президентом, а старого вице-президента понижает до должности второго вице-президента. Позже Ханока выступает перед школьным советом и произносит короткую речь. Он признает, что большинство учеников его недолюбливают, но обещает со временем заслужить их уважение и надеется, что они примут его. Тем временем Касуми не намерена мириться с происходящим. Она больше не будет смотреть, как Аяка уводит у нее брата, и решает вернуть Ханоку силой. Она сооружает хитроумную ловушку и следует за ними после уроков. Когда они заходят в магазин игрушек, а Ханока выходит подышать свежим воздухом, она хватает его, приставив к нему своего гигантского медведя, бросает машину в Аяку и вырубает ее снотворным. Затем она прикрепляет к медведю крылья от самолета, используя обломки их дома, и улетает в сторону леса. Она говорит, что они будут жить там вдвоем, только они одни. Она говорит ему, что подслушала предупреждение учительницы. Директриса ополчится на него, и ее дочь, скорее всего, тоже. В этот момент над ними появляется огромная тень. Они поднимают головы и видят, как на них пикирует огромный дракон, на котором восседает никто иной, как Аяка. Она решает перестать быть второстепенным персонажем и превращается в настоящего героя, обрушивая на них огненные заклинания. Они уворачиваются, но из-за этого взрывается половина города. В конце концов, медведь врезается в здание, и все падают. Аяка спрыгивает и спасает их всех, подхватывая и смягчая падение. Она возвращает их домой и укладывает спать. Ночью Канока просыпается и извиняется за поведение сестры. Аяка отмахивается, говоря, что Касуми всего лишь бросила в нее машину и вырубила парой слов. На самом деле она уважает ее за то, что она так заботится о брате. Затем она игриво спрашивает, не хочет ли он, чтобы она тоже вела себя как младшая сестра. Ханока смеется и говорит, что она скорее была бы ему старшей сестрой. Они всю ночь шутят на эту тему, пока Аяке не становится скучно и она не засыпает. Ханока укладывает ее в свою кровать, а потом смотрит на игрушки, которые он купил для них с Касуми, и с грустью замечает, что они были сломаны во время драки. Тем временем Камачи берет телефон и слышит голос Казане. Она приходит поговорить с Аякой и ее сыном. На следующее утро Казани приходит и отправляется за покупками с Камачи и Касуми. Аяка встает рано и готовит завтрак для Ханоки. Он просыпается от запаха еды и видит ее на кухне. Он молча любуется ее красотой и присоединяется к ней за завтраком. Тем временем Танпопа и ее группа, которые живут у Ханоки вместе с Медузой, замышляют его похитить. Они спрашивают Медузу, почему она вдруг подчиняется приказам Аяки. Медуза отвечает, что они проиграли честно и по правилам должны подчиняться победителю. Пока их цели совпадают, она не собирается ничего предпринимать. Но если остальные все же хотят что-то предпринять, они могут попытаться, когда Аяки не будет рядом. Они пробираются наверх и ждут у комнаты Хоноки, надеясь, что Аяка уйдет. Но, к их удивлению, она всю ночь не спит рядом с ним и уходит только для того, чтобы приготовить завтрак. Судя по всему, ей не нужен сон, как обычным людям. Это еще один ее особый навык. Позже в гостиной Ханока и Аяка говорят о своих матерях, а затем, когда начинается дождь, идут за стиркой. В этот момент возвращаются Казани и остальные. Аяка выходит поприветствовать их, а Ханока идет в ванную, чтобы вытереться, но, зайдя туда, сталкивается с Казани и остальными. Они обвиняют его в том, что он извращенец, и тащат в гостиную. Все видят это, и Казани быстро вырубает Камачи и Касуми, а затем поворачивается к Аяке и говорит, что пора их схватить и выяснить, где прячется Медуза. Аяка и Ханока призывают свои метлы, но вместо того, чтобы улететь, Аяка разворачивается и вступает в бой с матерью. Кадзана велит Ханоке перестать упрямиться, но Ханока вспоминает слова Каера о том, что Аяка все это время скрывала Медузу. Тем не менее, он решает довериться ей и говорит, что они не могут допустить, чтобы их поймали. Аяка соглашается и призывает Медузу, чтобы та выполнила их договор. Медуза появляется, кусает Аяку, и они сливаются воедино. Ханока теряет сознание и видит, что на самом деле произошло, когда Медуза впервые напала на Аяку. Они заключили договор. Медуза должна была передать свои силы Аяке, а та в ответ должна была защищать ее и ее учениц до подходящего момента. Но Кадзана не понимает, почему они слились воедино, и начинает нести чушь. Медуза насмехается над ней, и начинается бой. Кадзана замахивается метлой. Аяка блокирует удар и пытается обратить ее в камень. Но Кадзана хватает ее за шиворот и швыряет на землю. Аяке все же удается обратить ее в камень, и она уходит, извиняясь. Внезапно Кадзана вырывается из каменного плена силой воли, бьет Аяку сзади и снова хватает ее. Она говорит, что этого недостаточно, чтобы ее остановить, и замечает, что Аяка уже задыхается. Она объясняет, что это из-за того, что ее неуязвимость была связана с Эвернилионом, а после слияния с Медузой, которая считается нечистой, она утратила эту силу. Затем она велит Аяке приготовиться к трепке. Но Ханока использует магию, чтобы поменяться с Аякой местами и принять удар на себя. Позже он приходит в себя в камере рядом с Аякой. Она пытается расплавить прутья, но у нее не получается.
Он говорит, что они находятся в одной из комнат для наказаний, устроенных ее матерью, и что их слияние с Медузой закончилось. Это огромная проблема. Медузу, скорее всего, уже допрашивают, и все может раскрыться. Она рассказывает ему, что ее мать однажды сказала: «Пока печати не сломаны, Ханоки ничего не угрожает в школе». Но теперь, когда они начинают разрушаться, он официально представляет угрозу. Что им остается? Победить ее мать в честном бою. Она говорит, что Казани на самом деле очень честная и благородная, и если они победят ее в честном бою, она прислушается к голосу разума. Ханока вспоминает, как сильно они облажались в прошлый раз, и не понимает, как это вообще возможно. Но Аяка говорит, что у них все еще есть шанс, и все зависит от его силы. Тем временем в школе Казана играет сёги с Крануаром. Крануар как бы невзначай спрашивает о Медузе. Казаная вздыхает и говорит, что она с нетерпением ждала возможности ее допросить. Но тут появились ведьмы из Ротенберга с официальным приказом и забрали Медузу с собой. Она пьет чай и дуется из-за пытки туманом, как вдруг ее здание взрывается. Она выглядывает в окно и видит на развалинах Аяку и Ханаку. Она вылетает из здания и снова кричит на Аяку за то, что та разрушила еще одно здание. Аяка просто поднимает меч и говорит, что победит ее. Казани спрашивает, почему Аяка пытается с ней драться и велит ей прекратить валять дурака, надеть форму и убираться с развалин. Она ругает их за побег из тюрьмы и говорит, что они отправятся домой, а завтра разберутся с последствиями. Аяка и Ханока уходят, радуясь, что Казани ничего не узнала о печатях. Они соглашаются, что если все закончится хорошо, то это и есть самое главное. Ночью Аяка и Ханока спят в одной постели, но не волнуйтесь, ничего такого не происходит. Из-за их близости Ханаке снится странный сон, в котором она видит воспоминания из прошлого Аяки. Он вспоминает, как Казани привела в школу дочерей двух ведьм, чтобы те подружились с Аякой и помогли ей влиться в коллектив. Позже эти две девочки стали ее первыми преданными поклонницами, а также старостой и вице-президентом школьного совета. Кенни и Тока сближаются с Аякой и замечают, что, несмотря на проблемы с общением, она отлично справляется во всем остальном, обаятельно, хорошо учится и занимается спортом. Со временем они начинают так восхищаться ею, что создают полноценный фан-клуб, который в конечном итоге приводит к тому, что Аяка становится официальной школьной принцессой. Но однажды Аяка видит, как мимо нее проходит Ханока со своей сестрой, и в ней что-то вспыхивает. В этот момент она идет к маме и говорит, что нашла человека, которого должна защищать. Так Аяка начинает опекать Ханаку. На следующее утро Касуми просыпается, идет на кухню и пытается вспомнить, что же вчера произошло. Она открывает дверь и видит, что за обеденным столом сидит вся команда Танпопа. Оказывается, Казани их отпустила. Ее интересовала только Медуза, а поскольку им больше некуда было идти, они просто переехали в дом Казани. Касуми недовольна. Приведя себя в порядок, она идет в комнату Ханоки, чтобы разбудить его, и снова застает на нем Аяку, на этот раз в костюме медсестры. Она говорит, что проверяет его печать. После завтрака все идут в школу. Кажется, будто все вернулось на круги своя. В шкафчике Ханоки полно гневных писем с требованиями выйти из школьного совета. И как обычно, на уроках он ошибается в ответах, хотя и старается. В обед Ханока и Аяка идут в столовую. Вдруг они слышат звон бьющегося стекла и бегут вниз, чтобы узнать, что происходит. Ученики громят школу. В коридорах царит хаос. Ученики ездят на мотоциклах, продают сигареты. Это настоящий бунт. Ханока спрашивает, что происходит, и Аяка отвечает, что это похоже на восстание. Темпа говорит, что это его вина как президента школьного совета. Затем они видят, как девочку по имени Ринон отталкивает и валит на пол Тока. Она вручает Ханоке записку с требованием прийти в спортзал одному в 14 часов 30 минут. Тон письма явно недружелюбный. Тока объясняет, что во время ночного патрулирования она видела бывшего президента школьного совета в баре с Ренон. Она утверждает, что Ханока отобрал у нее должность и теперь правит школой как диктатор. Аяка просит Тока встретиться с ней после уроков. Позже, на уроке физкультуры, она рассказывает Ханоке правду. Ренон – одна из 5 элитных ведьм, которые патрулируют школу. Ее называют убийцей медведей. По легенде, однажды из зоопарка сбежал тигр по кличке Счастливчик, и она остановила его своими медвежьими руками. 2 месяца назад ее отстранили от занятий за нарушение порядка. За обедом Ханока говорит, что директриса, наверное, в ярости из-за всех этих разрушений. Но Темпа отвечает, что ее вообще нет в городе. Сейчас за все отвечает Крануар, и ей явно все равно, что происходит в школе. В 14 часов 30 минут Ханока в одиночку идет в спортзал, вооружившись советами Аяки о том, как сражается Ринон. Придя на место, он видит, что спортзал превратился в бойцовский ринг. Вокруг толпятся и подбадривают дерущихся ученики. Ханока пытается уладить все миром, но Ринон говорит, что он обидел ее лучшую подругу и испортил ее репутацию. Затем она силой бьет его кулаком в лицо и сбивает с ног. Ханока встает, но Ринон говорит, что преподаст ему урок на глазах у всех. Она наносит удар за ударом, снова сбивая его с ног. Затем хватает его за галстук и готовится нанести свой фирменный завершающий удар. Но тут Ханока перехватывает инициативу. Он ждал этого момента благодаря подготовке Аяки. Он увеличивает свои характеристики с помощью магии, сбивает Ринон с ног и прижимает ее к полу. Он уже готов нанести удар, но останавливается, потому что на дворе все еще 2014 год и рыцарство еще в почете. В этот момент гаснет свет. Появляются Аяка и команда Танпопа. Ринон без труда расправляется с ведьмами, но Аяка вырубает ее одним ударом.
Затем они поднимают Ханоку в победной позе, надев плащи, чтобы скрыть свои лица. Свет включается, и кажется, что Ханока победил Ринон. Позже выясняется, что Аяка и бывший президент все спланировали неделю назад. Если бы бывший президент помогла с подготовкой, она бы вернула себе должность. Она слишком вжилась в роль и разозлила Ринон сильнее, чем планировалось. Но в итоге все получилось. Теперь Хонока герой, победивший убийцу медведей. Его имя набирает популярность в интернете. Ютуберы со всего мира обсуждают его бой. Для Ханоки, как для президента школьного совета, это огромная победа. Через несколько дней Аяка приводит Ханоку на крышу высотного здания и говорит, что пора научить его магическому бою. Ханока в замешательстве, ведь она всегда говорила, что это слишком опасно. Она знает, что он тайно тренировался и что-то от нее скрывал, и ей это не нравится. Она призывает огненного фамильяра и велит Ханоке сразиться с ним с помощью магии. Фамильяр атакует его огнем и сбивает с ног. Аяка велит ему призвать собственного фамильяра, но Ханока смотрит на нее с недоумением и спрашивает, что. Знакомый снова нападает, и Ханока ранит его в локоть. Аяка быстро бежит на помощь, но Ханока встает и отталкивает ее. Он говорит, что если он хочет чему-то научиться, то ему нужен строгий учитель. Аяка секунду смотрит на него, потом поднимает и сбрасывает с крыши. Она говорит, что ему нужно призвать летающего фамильяра или приготовиться к падению. И тут Ханока понимает, что серьезно облажался. Пока он падает, огненный фамильяр преследует его, а Аяка летит следом на метле. Падая, Ханока пытается вспомнить, что для него важнее всего, что он мог бы призвать. За мгновение до удара о землю он вспоминает Аяку в купальнике и в костюме медсестры. И этого оказывается достаточно, чтобы призвать гигантский магический аватар Аяки в полном медицинском облачении. Вот это культурный человек. Гигантский аватар Аяки пробивает здание перед ними, случайно обрушивает стену и открывает взору Каека Ира-сенсея, пьющую чай с Грануар. Грануар спокойно замечает, что это была серьезная магия и что Ханока не смог бы ее использовать, не сломав вторую печать. Она также спрашивает, куда подевалась Казани, ведь без нее ей скучно. Тем временем Ханока теряет сознание от перенапряжения, и Аяка уносит его домой, чтобы он отдохнул. А Казани в это время находится глубоко под землей, изучая странную взрывающуюся руну и скрытый туннель. К ней подходит Риналь и говорит, что Тока сказала ей, где ее искать. Ринан спрашивает, что она здесь делает, и Казани слушает рассказ Ринан о том, что появилась ведьма, называющая себя Вестницей Башни, и сказала, что все жители города теперь заложники. Неделю спустя, когда Казани все еще не вернулась, Аяка и Ханока отправляются в школу на экзамены. Тем временем Казани наконец встречает ведьму по имени Уикенд. Казани говорит ей, что знает о бомбах и предполагает, что та пришла выторговать жизнь Ханоки. Уикенд кивает, но отвечает, что пришла не для того, чтобы заключать сделку. Она начинает объяснять, как устроены сражения ведьм. Обычно ведьмы могут сражаться только друг с другом и не могут причинять вред мирным жителям. Это связано с мощным защитным барьером, который Казани установила над всем городом. Когда кто-то получает ранение, магия Казани активируется и защищает его. Благодаря огромному запасу маны и быстрому восстановлению она может поддерживать щит вечно. Но тут Уикенд спрашивает, что будет, если весь город взорвется одновременно. Даже с таким запасом маны Казани может не выдержать и не защитить всех. А когда она ослабнет, Уикенд сможет добраться до Ханоки. Сказав это, она приводит в действие рунные бомбы, спрятанные по всему городу. Взрывы разрушают все вокруг, но барьер защищает мирных жителей. Однако Казани падает без сил из-за магического перенапряжения. Уикенд признается, что это она обманула Медузу и Крануара. Убрав Казани с дороги, она приказывает своим людям унести ее и запереть в камере. Уикенд говорит, что ее магия восстановится только через неделю, этого времени хватит, чтобы поиграть с учениками. Аяка видит взрывы и, схватив Ханоку, бежит с ним в подземную мастерскую ведьмы. Там они встречают Кусуми, которая подбегает к брату и обнимает его. Их встречают Тока, Ринон и еще несколько ведьм, которым поручено защищать школу, в том числе их лидер Нацу Мэй и девочка-кошка по имени Атари. Ханока спрашивает, что происходит, и они обещают все объяснить, но тут Нацу Мэй внезапно достает пистолет и стреляет в них американскими пулями усыпляющего действия. Она стреляет в Ханоку, чтобы усыпить Аяку. Кацуми пытается вмешаться, но Ринон вырубает ее. Они говорят, что Ханаку нужно изолировать, пока они не выяснят, какова цель врага и где находится Казаня. Ханака неожиданно соглашается пойти с ними и вместе с Аякой идет в охраняемую камеру заключения. Внутри он замечает, что потолок непривычно высокий и в нем есть световой люк. Он пытается взлететь на метле, но магия не работает. В этот момент Аяка приходит в себя и говорит, что все испортила и что ее мама, должно быть, проиграла. Внезапно из люка падает игрушка и приземляется перед ними. Она активируется и показывает голограмму Уикенд, которая говорит, что наконец-то нашла Ханаку и скоро заберет ее, свою новую зверушку. Увидев ее лицо, Аяка взрывает игрушку, разрушая стену позади них. Она говорит Ханаке, что они сбегут. Магия сейчас не работает, потому что город лежит в руинах, но они найдут другой способ. Они поднимаются по лестнице, которая ведет к горе за городом. Но когда они наконец выбираются на поверхность, их ждет ужасное зрелище. Весь город разрушен и охвачен огнем.
Ханока в панике винит себя. Он говорит, что его мама и все остальные, должно быть, погибли, и это его вина, потому что враг охотился за ним. Но Аяка сохраняет спокойствие и просит его остановиться. Она объясняет, что никто не погиб. Когда создается мастерская, лидер говорит: «Заключи контракт с сердцем города». Этот контракт позволяет городу защищать мирных жителей, используя магию ведьмы для самовосстановления. Поскольку город разрушен, а Казани, заключившая контракт, пропала. Ни одна из ведьм мастерской не может использовать магию. Вот почему их первая задача — добраться до центра города и сделать Ханоку новым контрактором, чтобы ведьма Кан снова могла сражаться. Тем временем Нацум и остальные анализируют ситуацию. Все мирные жители благополучно эвакуированы и погружены в сон. Казани пропала, скорее всего, ее схватили. Без контрактора ведьма не может использовать магию, а помощь из штаба прибудет только через несколько дней. В то же время несколько ведьм из мастерской все еще не найдены. После взрыва, и тут одна из них врывается в комнату, обвешанная бомбами с часовым механизмом. Она говорит, что Викенд захватил нескольких ведьм и использует их как заложников, чтобы заставить Хоноку сдаться. Если они не выдадут его в течение 30 минут, все взлетит на воздух. Тем временем Касуми объединяется с Тампопо и ее бандой, чтобы следить за Викендом. Кто стоит на территории школы в окружении захваченных ведьм с бомбами? Тенпопо спрашивает Касуми, что она хочет, чтобы они сделали. Касуми говорит, что сейчас они единственные, кто еще может использовать магию, и им лучше начать отрабатывать свое пребывание в ее доме. В туннеле, ведущем к центру города, Аяка и Ханока продолжают идти, пока не появляется одна из союзниц Викенда — Гибралтар. Она использует магию, чтобы призвать огромного каменного голема и повалить их обеих на землю. Гибралтар хватает Аяку и пытается нанести последний удар, но Аяка подпрыгивает и бьет ее ногой прямо в лицо. Гибралтар смеется, думая, что обычный удар не причинит вреда ее бронированному телу, но она ошибается. Аяку обучила боевым искусствам ее мама, и ей не нужна магия, чтобы кого-то покалечить. Она побеждает Гибралтар и продолжает идти. Вернувшись в подземную мастерскую, Нацума пытается обезвредить бомбы самостоятельно, но когда на часах остается 18 минут, они решают сразиться с Викенд напрямую. В это же время Крануар приходит в себя и видит, что город лежит в руинах. Ее напарник сообщает, что именно Викенд слила информацию о Ханоке. Крануар понимает, что это значит, что Викенд победила Казуней, и она ни за что не позволит столь сильному противнику уйти без боя. Нацум и остальные противостоят Викенд и требуют сдаться, но Викенд лишь улыбается и говорит, что если они хотят выжить, то у них осталось меньше 12 минут. Они должны отдать Ханоку. Она признает, что сама не так уж сильна. Но даже если они победят ее, они не смогут обезвредить бомбы. Касуми начинает подозревать, что бомбы на самом деле контролирует не Викенд, а кто-то другой, и что настоящая угроза в другом. Она отправляется на поиски напарницы Викенд. Тем временем в туннеле Ханока добирается до центра города и по следам Аяки заключает новый контракт. Время почти на исходе. Ринан и остальные бросаются на Викенд, и в этот момент к ним возвращается магия. Ханока завершает контракт. С помощью магии они обезвреживают все бомбы и побеждают Викенд. Они заключают ее в магическую потолочную камеру, но она удивляет их, сбегая с помощью настоящих гранат. Она взрывает все вокруг, надев под одежду железную броню, чтобы выжить. Затем она встречается со своей напарницей и запускает последнюю волну взрывов, уничтожая еще нескольких ведьм из мастерской. Она насмехается над Ханокой через их магическую связь, провоцируя его прийти и спасти их. Ханока пытается встать и помочь, но Аяка отталкивает его головой и говорит, что справится сама. Тем временем Касуми и ее команда выслеживают напарницу Викенда и вступают в бой. Он владеет магией копирования, которая позволяет ему использовать силы противника. Далее следует битва в стиле титанов. Гигантский розовый медведь Касуми Меха против его темной версии. Они сходятся в эпической схватке. Кажется, что Касуми побеждает, но в результате боя обрушивается часть здания, а внутри все еще находятся Танпопо и ее друзья. Касуми спасает их с помощью своего медведя, но противник пользуется преимуществом и сбивает ее с ног. Все выглядит плохо, но тут появляется Медуза в человеческом обличии, обращает противника в камень и говорит своим ученикам, что позже накажет их за плохую работу. Она убегает, преследуемая ведьмами Ротенберга. А Тари приходит в кабинет медсестры, чтобы осмотреть Ханоку. Аяка говорит, что у него сильный жар из-за стресса, вызванного заключением контракта. Атари сообщает, что ее миссия выполнена, и рассказывает Аяке, что Крануар теперь охотится на ведьм из башни. Она также просит Аяку не так сильно переживать за Ханоку. Аяка благодарит ее и просит присмотреть за ним, пока она будет разбираться с Викенд раз и навсегда. Она берет меч и летит к церкви, где прячется Викенд. Аяка, не теряя времени, бросается на Викенд, но ее отбрасывает взрывом в воздухе. Викенд говорит, что у нее нет таких способностей, как у Аяки или Казани. Поэтому она годами закладывала бомбы по всему городу. Теперь повсюду расставлены ловушки, и у Аяки нет шансов. Они продолжают сражаться. Викенд взрывом обрушивает крышу, и Аяку заваливает обломками. Но Аяка поднимается из-под обломков, и ее огненная магия полностью пробуждается. Бой продолжается, и Аяке удается одолеть Викенд в ближнем бою. Но как только она расслабляется, ее настигает еще один взрыв, и она отлетает к двери.
Викенд показывает, что у нее есть гигантские куклы, управляемые маной, и посылает их всех в атаку на Аяку. Тем временем в школе на Ханаку и Каакаира нападает еще один союзник Викенд. Каакаира использует свою магию, чтобы отправить Ханаку обратно в реальный мир. Он приходит в себя и спрашивает Атари об Аяке, но та велит ему отдохнуть, потому что у него жар. В этот момент ей звонит Кайл Каир. Он говорит, что Викенд заложила в этом мире снов огромную бомбу, и что если они ее не остановят, все эвакуированные погибнут. Атари несет Ханаку к Аяке, и они успевают как раз вовремя. Аяка лежит на полу без сил. Ханака хватает ее, рассказывает, что происходит, и говорит, что им нужно победить Викенд. Он разрешает ей использовать его силы, и Аяка так и поступает. Она безжалостно расправляется с Викенд. Она требует сказать, где находится кнопка детонации. Викенд ухмыляется, говорит, что уже слишком поздно, и активирует бомбу. Все начинают умирать, но Ханака встает и снова пытается призвать Эвермиллион. Аяка пытается его остановить, но он теряет сознание. Во сне он снова встречает Эвермиллион, она говорит, что он вернулся слишком рано, и что ему не стоит так сильно на нее полагаться. Она знает, зачем он здесь. Он хочет вернуть всех и все, что было уничтожено. Она говорит, что может это сделать, но за такое большое желание придется заплатить. Когда он спрашивает, чего она хочет взамен, она отвечает, что его жизни, но она напоминает ему, что если он умрет, то их контракт унесет жизнь и Аяки. Он колеблется, но потом соглашается, говоря, что другого выхода нет. Они заключают контракт, и он использует всю мощь Эвермиллион. Внезапно весь город возвращается к жизни, все люди оживают, и все восстанавливается, как будто взрывов и не было. Аяка обнимает его, но Ханока извиняется за то, что пожертвовала их жизнями. Она не может этого допустить. Она встает и кричит Эвермиллион, что готова отдать свою жизнь вместо него. Ее магические силы исчезают, и она падает без чувств. Ханока выживает, но не успевает он опомниться, как Викенд вонзает в него нож. В спину. Она говорит, что он все испортил, и что теперь у нее остался только нож. Она говорит, что отправит его в загробный мир Каяки, но Ханока хватает лезвие, вырывает его и сбивает ее с ног ударом. Затем он наваливается на нее, вонзает нож в пол рядом с ней и говорит, что ему надоело смотреть, как люди страдают. Сколько бы раз она не пыталась разрушить его жизнь, он каждый раз будет ее останавливать. От раны он теряет сознание. Викенд смотрит на него, вздыхает и велит своему напарнику перевязать его. Она говорит, что у них еще есть несколько дней до возвращения к Казани. Уходя, они сталкиваются с Крануар и ее напарником-крокодилом, который выводит ее на прогулку. В школе все в порядке, но Ханока рыдает над безжизненным телом Аяки. Входит Атари, ему звонит Каякайра и сообщает, что миссия прошла успешно. Но Ханока слишком подавлен, чтобы радоваться. Он рассказывает обо всем, что произошло. Каякайра понимает, что что-то не сходится. Аяка не могла отдать свою жизнь в обмен на его. Только подрядчик может заключить такую сделку. Ханока замечает, что ее тело все еще теплое, хотя она и не дышит. У него появилась идея. Он говорит Атари нарисовать магический круг и поместить Аяку внутрь. Он говорит, что, по его мнению, Аяка насильно разорвала их контракт, и чтобы вернуть ее, ему нужно создать новый. Он порезал руку и капнул немного крови ей на грудь, а затем заколебался. Вместо того, чтобы поцеловать ее в губы, он поцеловал ее в лоб. Через мгновение Аяка ахнула и вернулась к жизни. Позже, в царстве его снов, Ханока и Каякаира снова встречаются с Эвермиллионом. Она объясняет, что много лет назад Аяка заключила с ней отдельный контракт. Если Ханока когда-нибудь умрет или ему понадобится помощь, Аяка откажется от своего контракта с Эвермиллион, позволив ему вместо этого использовать свою собственную силу. Так вот, когда Аяка расторгла контракт, Ханока использовал только свою силу для восстановления города. Это означало, что ее сделка с Эвермиллион была расторгнута. Тем временем Крануар вызывает Уикенд на дуэль 1 на 1 и полностью уничтожает ее как второстепенного персонажа, стоящего лицом к лицу с главным героем в турнирной дуге. Она разочарована тем, что Уикенд оказалась такой слабой, и подумывает о том, чтобы помучить ее просто за то, что она впустую потратила свое время. Но как раз в этот момент появляется Казани и говорит, что хочет, чтобы Уикенд был наказан. Уикенд в шоке. Она думала, что Казана еще несколько дней не сможет пользоваться магией. Крануар говорит, что нет, ей потребовалось всего 20 часов, чтобы подзарядиться. Когда ее спросили, почему она не пришла раньше, Казанай сказала, что она хотела, чтобы дети хоть раз во всем разобрались. Теперь ее очередь убирать за ними. Казанай и Крануар ссорятся из-за того, кто должен наказать Уикенда. Это эпическая битва между двумя сильнейшими ведьмами. Она длится всего несколько минут, и Казанай, как обычно, побеждает. Это длится всего несколько минут, и Казаней, как обычно, побеждает. На следующее утро Ханака просыпается в своей комнате. Аяка приветствует его и говорит, что пора в школу. По дороге Ханока спрашивает про Шизо. «Да», — отвечает она, — «ей нужно время, чтобы восстановить магию, но она и без нее справится». Внезапно на них снова нападает команда ракета Танпопа. Они пытаются поймать Ханаку, но Аяка, даже без магии, доказывает, что она по-прежнему лучшая. Она хватает Танпопа и Мэй за головы и чуть не раздавливает их. Они быстро извиняются, и все возвращается на круги своя. Но на этом видео заканчивается.